Доброго времени суток, мои дорогие любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем Таро-расклад, но Таро-расклад будет необычный, направленный на то, чтобы ваша женщина объявилась. Сегодня, как вы видите, подготовлены уже свечи заранее мной, заранее проведены с ними обряды, именно на то, чтобы ваша женщина проявилась. Смотрите за поведением свечи от начала до конца, и так, как будет себя вести свеча, будет говорить очень о многом. И в процессе данного Таро-расклада, как будет себя вести свеча, так я вам буду и объяснять, и рассказывать вообще, что за ситуация и как дальше с ней быть. Судя по тому, как свеча плачет, не знаю, видно вам или нет, но видно очень хорошо. Кто-то из вас до сих пор очень переживает. Кто-то из вас до сих пор не отпустил ситуацию с этой женщиной. Как-то, вот знаете, вот до сих пор душа, что ли, собирается. Либо какая-то вот неразъясненная ситуация, непонятная ситуация, при которой вы вообще не понимаете, как дальше быть. Либо же женщина может проявляться, отдаляться, вот как-то, знаете, вам делая какую-то боль душевную, вам как будто бы, вот знаете, нету какого-то успокоения именно за нее. Вот свеча на данный момент горит именно вот таким вот образом. После просмотра данного Таро-расклада ваша женщина объявится. У некоторых объявится уже во время просмотра Таро-расклада, у некоторых в ближайшее время после просмотра, у некоторых немножечко дольше. Все зависит от того, сколько времени вы не общаетесь, проявляется ли к вам женщина или не проявляется, и вообще какие у вас отношения с ней. Все, что вам сейчас нужно, это подумать о ней. Она ощутит ту силу и энергию, которая сейчас вот будет. И эта женщина проявится, сама проявится. Насколько сильно ваше желание, настолько сильно будет действие ее проявления. Во время или после просмотра может быть у вас слабость или усталость. Не пугайтесь, это нормально. Это действие данного расклада, данного заговора на ее призыв. Напишите в комментариях вообще ваши ощущения, то, что вы сейчас ощущаете, какие, состояние какое у вас есть. Может быть, у кого-то, знаете, будет такое вот, правда, как вялость какая-то идти, потому что свечи заряжены, со свечами проведен определенный обряд. Кстати, напоминаю вам о возможности заказать персональные свечи на вашу любую ситуацию. Цвет свечей абсолютно разный, абсолютно на разные ситуации. Если вам интересно по поводу свечей, пишите. Также вам хочу напомнить о возможности записаться на персональный Таро-расклад. Для этого, пожалуйста, пишите. Viber, Telegram, WhatsApp. На телефонные звонки я отвечаю только при записи. Просто на телефонные звонки я не отвечаю. Извините, у меня очень мало времени, я не могу уделить время для того, чтобы просто поговорить, чтобы как бы просто выслушать и все остальное. Если вы хотите, записывайтесь в течение Таро-расклада, я выслушаю, я вам подскажу, спросим все интересующие вопросы у карт Таро. Я никогда никому не отказываю, но пожалуйста, подойдите к пониманию, к тому, что, работая с клиентами, я не могу поднимать трубку и отвечать, особенно если постоянно человек названивает и добивается аудиенции. Пожалуйста, если какие-то интересующие вопросы, пишите Viber, Telegram, WhatsApp по номеру, который здесь указан под видео. Женщина после просмотра данного ролика может проявиться вскоре после расклада, или если вы долго не общаетесь, то ее проявление будет немного позже. Немного больше времени понадобится для того, чтобы она вас услышала и проявилась. У некоторых проявится, кстати, не та женщина, которую вы ждете, а какая именно вам идет по судьбе и кому вы по-настоящему нужны. То есть также может быть такое, что вы сейчас просмотрите ролик, либо же будете просматривать ролик, и вам позвонит или напишет та женщина, которую вот вы знаете, вы вообще как бы не ожидали. И это будет неспроста. Замечайте все знаки, замечайте все то, что будет происходить во время Таро-расклада. Вот у некоторых то, как ведет себя свеча, надеюсь, это видно, но прям видно, как душа еще страдает и переживает, тянет к ней. Тянет, сами не можете объяснить почему, либо же вот сильно много боли какой-то есть, так что свечи прямо аж плачут. Итак, давайте посмотрим для начала, что происходит в жизни этой женщины, которую вы загадали.
что происходит в ее жизни. Хочу также поблагодарить всех за лайки, за комментарии, за подписку на мой канал, спонсоров канала. Спасибо вам огромное за то, что помогаете приобретению свечей, за то, что помогаете развитию студии. Посмотрите, что со свечкой творится. Посмотрите, ну просто это кошмар какой-то, это просто мрак. Что творится со свечкой. Со свечами, извините. Значит, смотрите, сразу выпало то, что в последнее время женщина о вас думает. Думает о какой-то застоявшейся с вами ситуации. Нахлынули какие-то воспоминания, желание написать, позвонить вам. Вы для нее сейчас, как, вот знаете, как мечта какая-то, вот как что-то, вот знаете, недосяжное, что ли, на данный момент. Здесь могут быть очень много причин, очень много таких каких-то ситуаций, да, там, может там периодически проявляться ради каких-то манипуляций, ради каких-то вот таких вот, ну не знаю, своей какой-то выгоды. Либо же может наоборот заблокировать, не выходить на контакт, не выходить на связь, но при этом, при всем, знаете, вот идут какие-то воспоминания. Особенно если у женщины есть другой мужчина, или если она думает о другом мужчине, то здесь, знаете, вот как будто бы успела уже сравнить, успела уже понять, что для нее сделал этот мужчина, и что для нее сделали именно здесь вы. Вот как-то, знаете, вот почему-то хочется сказать, что женщина осознала вашу значимость только когда что-то сравнила. Либо же сравнила жизнь без вас, либо же вот сравнила жизнь с другим мужчиной. Посмотрите, что творится со свечкой. Ну прям плачут свечи. Ну, не знаю, видно вам? Видно? Посмотрите, посмотрите. Может быть, нужно просто развернуть, показать, как бы, как ведут себя свечи. Ой, ситуация... Вообще сложная между вами ситуация, вот даже по свечам, так как вижу, как ведут себя свечи, ситуация, знаете, абсолютно такая вот, как, ну не знаю, неразрешенная, что ли, болезненная. Ситуация, где женщина являлась или манипулятором, является манипулятором, либо же сделала вам очень больно до такой степени, что вы сейчас можете до сих пор собираться по крупицам, либо же сами не понимаете, почему вообще к ней так тянет. Кто-то мог завидовать вашим отношениям, могли завидовать вообще в чем угодно, что вы могли отхватить вот такую женщину, или разницы вашей в возрасте, вот разницы там возраста вашей пары, или чему-то еще, знаете, вот как-то со стороны, как людям казалось, что у вас тут все прям идеально, все прям прекрасно, и вообще, то есть, знаете, вот зависти очень много, действительно. Даже со стороны женщины здесь могли... Ой, посмотрите, как свечи начали капать. Даже со стороны женщины, вот подруги ее могли, вот знаете, тоже какие-то там зависть проявлять в вашу сторону. Как-то, ну что-то, не знаю, что-то какие-то делать словечки, там какие-то фразочки в вашу сторону, знаете, вот какие-то колкость какая-то, либо могли настраивать против вас, но это было сделано как специально, для того, чтобы, вот знаете, просто как зависть. Особенно если подружки есть, которые незамужние, либо у которых там судьба не сложилась, либо же вот мог вообще кто-то третий вмешиваться в ваши отношения. Знаете, что вот привело к тому, что нет какого-то развития, либо отношения находятся в каком-то застое. У вас с ней очень сильная связь друг с другом, хотя она может быть от вас далеко или на расстоянии. У нее не раз было желание написать вам или позвонить вам, но она как-то себя сдерживает, что ли. Либо же у некоторых может проявляться женщина ради каких-то манипуляций. Эти манипуляции могут быть связаны с детьми, знаете, там вопросы там, по детям, вопросы какие-то там, ну не знаю, может быть какая-то недвижимость у вас осталась общая, либо, ну то есть общие какие-то вопросы, когда она может проявляться и исчезать, либо же может, знаете, вот так вот как-то ее саму к вам тянет, если вы знаете о том, что женщина сейчас проявляется, о том, что она сейчас как-то к вам, ну, не знаю, ну вы сами можете это чувствовать, что проявление с ее стороны вообще непонятно зачем оно есть. И женщину, ее действительно к вам тянет. Да, она этого может не говорить, да, она может здесь пытаться показать о том, что она тут обращается ради какой-то помощи, ради какой-то выгоды, но вот эта вот связь, знаете, которую она сама понять не может, почему именно к вам так тянет. Особенно если, опять же, повторюсь, она успела вас с кем-то сравнить, либо же успела сравнить жизнь без вас, когда вот, ну, знаете, вот на самом деле действительно как-то
тяжело. И, знаете, вот этим раскладом, этими заговоренными свечами, с которыми вот сейчас работаем, мы ее подтолкнем к тому, чтобы она написала вам или же позвонила, проявилась, в общем, как-то, потому что она сомневается и оттягивает этот момент, чтобы написать или проявиться на то, ну, вообще на что-то, знаете, вот на то, чего она не решается. Кто-то мог вмешиваться или вмешивается в ваши отношения. Возможно, здесь было предательство, у нее на душе ощущение вины. И она как понимает, что выбрала неправильный путь, идет как куда-то не туда. У вас сильное притяжение друг к другу, но она сама виновата в том, что вы сейчас не общаетесь или в том, что нет сейчас развития ваших отношений. Но вот почему-то именно по ее вине какой-то. Что там за вина, ее можете написать в комментариях, как бы, ну, интересно будет почитать, что здесь именно за вина. Но тут, скорее всего, как наличие третьего человека, потому что вот карты прям так и раскладываются о том, что кто-то здесь мог повлиять. И на данный момент ситуация очень сложная, ситуация очень напряженная, ситуация, когда, вы знаете, неразрешенная. Вы в ожидании находитесь, и она находится также в каком-то вообще ожидании. То, что ситуация зависит именно от нее, и то, что стоит ей сейчас, посмотрите, что со свечами творится. Ну, посмотрите просто-напросто. Свечи заговоренные. Перед проведением данного таро-расклада проводился определенный обряд, и вот посмотрите, что происходит сейчас с ними. То, что женщина сама виновата в отношениях с вами, то, что между вами сейчас такое происходит, она и сама это все прекрасно понимает. Она понимает, что от нее сейчас здесь все зависит. Зависят отношения, зависит дальнейшее развитие вот, отношений между вами. Но эту вину за собой она чувствует, но не знает вообще, как проявляться, о чем говорить, или вот с какими глазами вообще проявиться. Или же не знает, какое придумать оправдание своего какого-то необдуманного поступка. Она проявится, но сейчас медлит, потому что ей нечего сказать свое оправдание. Или она как будто бы, знаете, вот боится какого-то разговора с вами. Даже если женщина к вам и проявляется, даже если есть какие-то манипуляции с ее стороны, знаете, то она боится какого-то вот этого пикового момента, вот этой пиковой ситуации, пикового развития, когда вы начнете что-то оговаривать больше. Когда вы начнете оговаривать вот что-то именно, знаете, серьезное, что-то, какой-то дальнейший шаг в будущее. Вот именно этого она очень сильно боится. Но вот правда, знаете, сейчас она боится как будто бы вот что-то, или проявления в вашу сторону, или разговора в вашу сторону, либо же разговора о чем-то серьезном, что вы можете завести этот серьезный разговор, несмотря на то, что ее к вам безумно тянет. Вы для нее любимый мужчина. Она в чем-то, знаете, ну, пытается следить за вами. Ну, как, знаете, вот для некоторых, если у вас такие вот отношения, как бы, не знаю, вот вяло текущие, скажем так, вот особо нету никакого развития, просто как эмоциональные качели, то вы для нее, знаете, вот не то, что как любимый мужчина идет, а здесь как родная душа, знаете, вот которой хочется вот проявиться, хочется вот пообщаться, хочется получить ту поддержку, потому что от вас идет колоссальная энергетика, вот мужская колоссальная энергетика, которая ей не достает. Вот, знаете, вот именно в вас есть какая-то такая вот изюминка, которой ей не хватает. И ну вот она пытается как-то, не знаю, следить за вами. Это могут быть соцсети или мессенджеры. Связь с ней до сих пор у вас может быть вот как-то сохранена. Опять же, вот каким-то образом там, либо же вы знаете, как к ней можно проявиться, либо номер телефона, по которому к ней можно дозвониться или написать. Даже если вы находитесь в блоках, даже если вы не общаетесь, то, ой, посмотрите, как себя ведет свечка. Свечи, извините. Ой, потому что она у меня сейчас как одна, поэтому я говорю как свечка. Но если что, здесь две свечи, видите, да? Смотрите. Эта женщина, ну, не знаю, она все равно вот как-то, знаете, видит вашу значимость.
В эти ваши отношения могут вмешиваться третьи лица, из-за чего связь может периодически разрываться или разорвана уже. Скорее всего, здесь есть мужчина, который разрушил ваши отношения или влияет на ваши отношения. Возможно, она сама хочет усидеть на двух стульях, но какую-то неопределенность между вами она хотела бы закрыть. Скорее всего, вы с ней не вместе, но ваши души друг к другу тянутся. Давайте посмотрим ваши отношения сейчас. Свечи просто себя ведут просто до ужаса. Посмотрите, каким образом ваши отношения сейчас. Ой, у вас были как серьезные отношения. Судьба вот вас свела вместе, чтобы вы росли и развивались духовно. Вам и вместе тяжело, и порознь плохо. Вы проходите свои кармические уроки. У кого-то, кстати, женщина может злоупотреблять спиртными напитками, быть в каких-то зависимостях, либо вот, знаете, вот что-то отрабатывать, какие-то вот вредные свои привычки, которых вы знаете, которые вам не совсем нравятся. И, знаете, возможно, здесь вы проходите также свои кармические уроки и в духовном плане. Высшие силы в будущем вас видят вместе. Между вами может быть какая-то разница. Это может быть разница в возрасте, религии, национальности. Кто-то из родственников ваших или ее могут быть против ваших отношений, Либо это могут быть друзья, не знаю, вот кто-то вот подружки, но кто-то здесь может быть против, так быть. Настраивать ее, там, не знаю, может быть совместные гульки этих подружек, может быть, вот знаете, была нормальная семья, скромная, либо нормальная там женщина, все, появились подружки, которые начали ее везде, знаете, вот так, как говорится, таскать по разным гулькам, пьянкам, и вот как бы вот так вот все пошло под откос. Если вы свободны оба, и никто не вмешивается в ваши отношения, здесь может остро стоять между вами какой-то финансовый вопрос, финансовые трудности. И, кстати, возможно, здесь есть магическое воздействие на женщину, но высшие силы ведут вашу пару. Если есть те, кто магичит на вас или на нее, либо же как-то, вы знаете, пытается разрушить ваши отношения, чтобы вы не сошлись вместе, то цели своей этот человек не достигнет. Ему или ей это все вернется. Это воздействие временное. Да? Вот почему она может сейчас не проявляться, почему сейчас могут быть отношения вот на такой паузе, либо как-то вот вы можете находиться в блоках, женщина может не идти к вам на контакт, потому что может быть чье-то влияние, поэтому оно как бы немножко как затягивается. У вас идет трансформация, перерождение душ. Тот, кто вмешивался в ваши отношения, понесет какие-то потери, вплоть через здоровье или ситуацию, особенно если это было магическое воздействие, особенно если здесь вот кто-то вмешивался через магию. И человек поймет, за что он расплачивается. Как-то, знаете, через время, если вы кого-то подозреваете, что кто-то, вот именно вот этот человек хотел вам чего-то плохого, либо хотел, вот, чтобы ваша пара разошлась, вы потом узнаете через время о том, вот какой именно потери понес этот человек, что у него пойдет не так. Знаете, вот вы это узнаете, вы это заметите, но должно пройти сейчас время. Этот вызов сработает обязательно. Но вы должны понимать, что, знаете, вот всему свое время. Имейте терпение, и она все равно здесь проявится. Вы для нее вот единственный человек, единственная та родная душа, либо же, знаете, придет к ней осознание того, что вы тот любимый человек, с которым она хочет быть. Потому что, знаете, очень много чего она сейчас хлебнет в жизни, либо уже хлебнула в жизни. Знаете, что хочется так сказать, что... ну, не знаю, настрадается или настрадалась уже так прилично. И то, что хотела лучше жизни, или то, что думала, что сейчас в жизни у нее... Ой, посмотрите, ну что со свечами происходит? Ну просто, ну я не знаю, вам видно или не видно, вот просто какой-то кошмар.
Вот эта вся ситуация, вот этот застой, вот это непонятки, которые между вами, вот это все сейчас именно на свечах и выливается. После просмотра данного видео вам может позвонить совсем, опять же повторюсь, не та женщина, которую вы загадали. Но это будет не просто так, задумайтесь об этом. Это будет посыл высших сил для вас. Этим раскладом вы пробуждаете в ней интерес и подталкиваете ее на то, что она уже поняла, но пока решиться не может, но решится. Потому что сильнейшая связь между вами. И у судьбы здесь идут свои планы на вас. Вот знаете, то, что сейчас вот ведет себя так свечка, это показывает о том, что очищается как раз вот это пространство между вами. Очищаются вот эти вот все трудности, весь застой, который был между вами. Какие-то сложности, какая-то вот душевная ситуация. Вот то, что ваша душа вот так вот, знаете, плачет. Вот то, что какие-то недосказанности, какие-то обидные слова, ссоры, расхождения, блоки. Вот это вот все сейчас со свечкой прогорает. Вот это все сейчас со свечкой отрабатывается. Свечи очень сильные, очень заговоренные. Кстати, у кого будет возможность заказать такие свечи для индивидуальной своей ситуации, пишите, я вам более детально расскажу по свечам. Итак, давайте посмотрим, как скоро она проявится. Как скоро она проявится. Выжидания, сплошные выжидания. Знаете, вы ее ждете, она как-то что-то выжидает, ну как-то вот пытается еще держать на какой-то такой паузе или на какой-то такой неопределенности. Она очень упрямая. В ней будет интерес, желание быть с вами, но она будет стараться думать головой и держать свои мысли и чувства под контролем. У кого-то проявится в течение этого расклада, у кого-то сразу же после расклада, у кого-то немножечко дольше. Все зависит индивидуально от ситуации каждого из вас. И женщина здесь, ну, знаете, вот она пытается все держать под контролем. Поэтому вот как бы то, чтобы вам написать, позвонить, проявиться, она вот, знаете, будет это все контролировать своей головой. Вы очень сильный мужчина с сильной интуицией. И ваши мысли, желания материальны. И вы это знаете. И вы своей силой мыслей можете управлять сознанием мыслей этой женщины и этой ситуации. Вас ждет новый путь с этим человеком. Вы могли долго, да, здесь с ней не общаться. Прогорает именно повешенная ситуация между вами. Вот этот застой между вами. Вы будете очень счастливы от ее проявления. Это будет, знаете, вот какой-то как прорыв, что ли. Пишите свои отзывы и ощущения после этого расклада. Свеча догорит и очистится пространство. Свеча догорит до конца. Эти свечи заряженные являются проводником именно в ваши отношения. Дорогие мои, это был вызов, Таро-расклад с заговоренными свечами именно для тех, кто ждет проявления именно этой женщины. Если у вас проявится другой человек, напишите тоже в комментариях, именно кто проявился, с какой целью и вот то, что вы поняли, почему высшие силы дают именно вам вашего человека. Опять же повторюсь, что данные свечи прогорят до конца, даже после отключения данного видео. Буду благодарна за ваши лайки, подписку на канал, оставайтесь вместе со мной, дабы потом видеть дальнейшие интересные выпуски. С вами была я, Катерина. Пока-пока.